Всем привет! Начинаем трансляцию сегодняшних встреч. В сегодняшней встрече поговорим о магии. Мы сегодня будем рассматривать с вами две системы, два таких мощных энергетических потока, я бы сказал, руны и Таро. Ну и, естественно, мы рассмотрим руны и Таро на примерах древа Игдрасиль и древа Сефирот. И эти два древа мы не то, что мы их будем сравнивать, потому что это сравнить практически невозможно, но, тем не менее, мы попытаемся рассмотреть, насколько они похожи, потому что наше название «Совместимость рун и Таро», для того, чтобы развеять некоторым товарищам противоречия, чтобы они не думали, что это можно как-то совмещать или как-то это похоже, хотя попытки были, но наконец-то нужно как раз вот подумать об этом. Да, Оля, ты туда попала, у меня есть чат, мы этот чат видим даже, будем говорить, вверху, прямо сейчас в прямом эфире. И я вижу ваши вопросы. Давайте так мы сразу договоримся или говорим такие вещи, что у нас сегодня не то, что у нас лекция сегодня. Я не хотел бы, чтобы это сводилось к лекции, хотя я, в общем-то, основной докладчик, и я буду больше говорить. Вам остается только возможность писать, задавать вопросы или просто комментировать, высказывать свое мнение. Поэтому мы можем сегодня общаться, в общем-то, в ближайшие 2 часа. Вот. Как-то по-домашнему, по-свойски, по-простому, что ли. И хотелось бы, чтобы были вопросы, было какое-то участие, были комментарии, был какой-то разговор. И даже те, кто будет смотреть записи, прямой эфир, чтобы они тоже могли поучаствовать как вариант, как возможность в нашем общении. Этот чат будет записан на экран. Можно будет увидеть вопросы, с какого момента. Вот Ольга говорит, что легко. Ну, замечательно. Поэтому можно будет понять, о чем идет суть. Обычно, как правило, после записи чата не видно, и вроде бы озвучивается вопрос, а вопрос не видно. А так тут все видно. В таком плане. Поэтому я чуть-чуть наблатыкался, признаюсь честно, в программе. Осваивал его последние 3 дня после первого эфира, такого экспромта. Я немножко освоил эту программу, хотя она имеет функционал намного выше для эфиров. Может, попробуем как-нибудь попробуем, что на Facebook, может, будет трансляция, есть несколько проектов, я о них пока умолчу, пока посмотрим, как пойдет. В общем-то, тема сегодняшнего эфира, она, я бы сказал, довольно сложная. Так ее с разбегу и не разберешь, поэтому где-то в какой-то степени это будут тезисы, это то, что я знаю, я буду делиться. Естественно, если вы с чем-то не согласны, комментируйте, подсказывайте. Опять же, повторюсь, что я рассчитываю на то, что у нас будет, скорее всего, такое интерактивное общение. Мы будем с вами общаться по 2 системам, по древу Игдрасиль и по древу Сефирот. Таким образом, рассматривая систему рун и систему Таро, построение Таро. Вот где-то так. Что знаю, тем поделюсь, то расскажу. Вот.
Поехали. Ну, в первую очередь, давайте мы поговорим о древе Игдрасиль. Ну, вот наше древо Игдрасиль в том виде, в котором оно используется, в котором использую я. И это древо Игдрасиль, оно довольно интересное. Привет, Алис. Оно довольно интересно по своей схеме. И вот у многих возникает вопрос, и у меня, в общем-то, возник вопрос, откуда оно взялось? Что это за древо Игдрасиль? Что это оно там такое вот, как бы, за схемка такая-то? А схема очень простая. Схема довольно интересная. В том плане, что она является плодом или продуктом разработки многих, нескольких эрелей или рунологов. То есть, иными словами, людей, которые это разрабатывают. И первый источник, который я отследил, это чисто субъективно, первый источник, который я отследил, намек на древо Игдрасиль, это, естественно, рисунки или гравюры. Притом гравюры есть и древние. Я не готовил слайд-шоу для того, чтобы показывать эти гравюры. Вы можете залезть в интернет и посмотреть на эти гравюрки, на всякие интересные там изображения. Есть современные, есть древние. И, наверное, черт ногу сломит разобраться, где древние, где современные, потому что такие вроде как гравюры древние, и сделаны они. А как ты докажешь? Вот, как ты поймешь, древние или не древние? Поэтому вообще испокон веков как бы рисовались разные изображения, например, кельтские вязи или кельтские рисунки, они предполагали, в общем-то, показать древо Игдрасиль в том виде, в котором они видели, так как они это понимали. Ну и, естественно, древо Игдрасиль знаменито тем, что Один, провисевший на нем, достиг руны. Эту историю все знают. Вот что еще интересно, на что следовало бы обратить внимание. Ну, в данном случае та схема, которая у вас перед вами на экране, она говорит о самом главном. То есть откуда вот источник, откуда. Вот первые источники, которые я увидел ее у Ксении Меньшиковой. Ксения Меньшикова, если вдруг ты увидишь это видео, или вы, как вам угодно, вот, то первым увидел я у вас эту схему, и я заинтересовался, откуда. То есть это сама Ксения сделала, ну, как бы школа Меньшиковой покрыта тайной, пока в нее не войдешь, не узнаешь правду. Но мне же интересно, любопытство раздирает, рвет на части, и я стал рыть. И второй источник, откуда я нашел его, это Meadows, где он изобразил, в общем-то, не вот эти связи, которые вы видите на экране, то есть связи рун, связи, будем говорить, проходы, как бы, ну, в виде рун. А у него было 9 миров, подписанных, так, естественно, что Meadows хроник Утарка, то есть не Футарка, то есть начало не с руны Феха, а с руны Урус. И, соответственно, у него были прописаны миры Асгард, Альфхейм, Муспельхейм, Ванхейм в виде необратимых рун. Мне это очень понравилось, потому что это все-таки было логично. И для меня это было, ну, естественно. Я попробовал, ну, как бы, увидев это, но попробовал разобраться, то есть в логическом понимании. Ну и естественно, что даже возражений нет. Я пробовал там менять местами руны, обозначающие разные миры. Я ставил и на место Асгарда я ставил и руну Ванхейма, ну, руну Нигус.
и Дагас ставил, и Савильо. В общем, пробовал разные варианты. Но, тем не менее, само древо Игдрасиль, оно как бы, ну, логично. По необратимым рунам оно логично. И, в общем-то, меня это, как бы, ну, на этом я остановился. Но мне было интересно исследование по связям. Вот что интересно. То есть связи, как проставлены связи. Вот, притом, если мы посмотрим на древо Игдрасиль, мы можем посмотреть, что в основном руны первого тира, они находятся в верхней части, то есть в верхних мирах, а руны третьего тира находятся в нижних мирах, ну и так далее. То есть где-то вот посередине, ближе к Мидгарду, находятся руны второго тира, вот где-то так. Ну, в общем-то, это меня тоже озадачило. Почему такие вот связи? Почему? И некоторые факты или попытки прорисовать связи, это я нашел у Найджела Пенника. К сожалению, не помню книгу, но если так настырно кого-то очень сильно интересует, то в принципе может как бы попробовать все-таки откопать. Но описание есть. Но эти описания были, знаете как, может быть, потому что у меня уже было это древо Игдрасиль и эти связи, которые я разобрал порунно и посмотрел, они очень так вот как-то логичны, и идея Найджела Пенника, ну, как-то не накладывалась на эту схему. То есть что-то вот, ну, не совсем то. Хотя я описывал, он вроде бы логично. Ну, это его видение. И чисто случайно, ну, как бы, случайно, мне попадается Шапошников. Его описание, оно есть ВКонтакте, можно так, на него на сайте, но это не скрывает. Очень шикарный исследователь, маг, исследователь, оккультист. Ну, в общем, все регалии, какие только можно вот, в физическом плане, Эрик, ну вот он сделал описание этих связей. И я понял, что так как Ксения Меньшикова использует некоторые практики или разработки Олега Шапошникова, то, видимо, Олег Шапошников, ну, я сейчас делаю рекламу знаменитым Эрилям, рунологом, магом, да. Вот. Я просмотрел, прочитал, вник, разобрался, и мне понравилась логика примеров и связей, и он апеллирует и к мифологии, и так далее. То есть поэтому, в общем-то, древо Игдрасиль, которое в основном я вижу, что использует Ксения Меньшикова в своей школе, мне понравилось. Может быть, я не исключаю такой вариант. Я даю долю такого, знаете, как долю сомнения, что может быть, все может быть, что я где-то ошибаюсь. Ну, пусть мэтры рунической магии меня поправят, я ошибаюсь, пусть не обессудят. Я высказал то, что я искал, я ничего не выдумывал. Я не стал ничего придумывать нового, а принял эту схему за основу своего исследования. И она мне очень нравится. И курс, в общем-то, весь курс рунической биоэнергетики, который я для себя разработал в первую очередь и предложил ее слушателям, он основывается в основном на этой схеме древа Игдрасиль. Схема логична, если в нее вникнуть, из нее можно извлечь очень много полезного, очень много мудрого. И, в общем-то, намек тем, кто планирует изучать руны. Ну, во-первых, если нужна помощь, приходите на курс, я проведу. А если вы все-таки хотите как-то разобраться и вникнуть,
то древо Игдрасиль, оно открывает, вот эта схема, она открывает очень много полезных вещей, в том числе и для рунических формул, которые, понимая эти связи, понимая, какие миры связывают, это же древо Игдрасиль, оно очень удобно и классно в антике. Плюс мои разработки переноса древа Игдрасиль на сетку 9 палочек Медоуза и прописание рун, которые прописывают очень много интересных связей, очень много интересных моментов, которые, опять же, я рассказываю на курсе, но для себя, в общем-то, какой вывод я сделал. Начиная с этого древа Игдрасиль, для меня открылись более глубинно руны, раз. Во-вторых, я сделал очень много практических исследований относительно магической мантики или магической диагностики. Наблюдал очень интересные вещи, влияющие на время, и меняющие реальность и меняющие энергетику. Ну и кроме этого, это древо Игдрасиль открыло мне такую возможность, и в данном случае это схема, возможность понимать, что прорисовывание ставов или рунических связей, оно системно. То есть, почему я с некоторой долей иронии, без осуждения, но с некоторой долей иронии смотрю на ставы, которые выкидываются в интернет. Некоторые достойные, интересные, некоторые, ну, как бы так, знаете, а мага хорошо или ничего. Но вот в данном случае они, ну, никак не связаны, никак не имеет даже какого-то смысла. Поэтому никого не хочу ругать, каждый развивается своим путем. Я не говорю, что я крутой дядька и у меня крутой мэн или крутой маг, что у меня все правильно, а все остальные я один в окопе отстреливаюсь. Это было бы неверно. Каждый идет своим путем, и было бы здорово, чтобы мы, те, кто каждый идет своим путем и накапливает знания, чтобы эти знания были системными, и эти системные знания можно было бы передать людям для их развития. Потому что древо Игдрасиль считается как древо жизни, да? Древо жизни, точно так же, как Сефирот. Мы сейчас к нему перейдем. И вот эти вот связи, вот эти вот моменты, которые, в общем-то, ну, нам показывает, да, то есть древо Игдрасиль, это все-таки управление жизненной энергией некого феномена или некого субъекта. То есть можно человека, можно ситуацию, можно даже брать глобально, то есть строительство ведется по вот этому некому древу жизни. Вот почему те, кто планирует изучать руны и планирует изучать Таро, Ольга говорит, уже не один. 20 секунд задержка, говорит, уже не один. Я не понял, чему, ну, я же говорю, как-то подсказывайте мне. Вот. Но получается, что древо Игдрасиль, древо жизни, оно может накладываться на любое событие или человека, и с помощью древа жизни можно делать очень много интересных вещей. Естественно, что нужно помнить о законах, потому что в окопе мне дело хорошо. Естественно, что нужно помнить о законах, и руны являются сами законами, точно так же, как и связи в древе Сефирот. Они тоже являются в определенном смысле некоторыми связями, которые определяют определенные духовные законы. Вот устройство древа жизни, оно, в общем-то, и определяет
и древо не только жизни, но древо связи, древо законов. То есть это законы, которые внутри нас. И если мы рассмотрим даже биоэнергетически, посмотрим на вот эти вот те моменты, то мы можем увидеть, что они, ну, как бы вам сказать, они очень подобны. Я имею в виду не древо жизни, а подобны по своему звучанию. Поэтому давайте мы как бы опять же не будем сводиться к тому, что мы ищем схожести или разбежности. Мы рассуждаем, мы просто смотрим и рассуждаем. Поэтому любое изучение магии, оно должно начинаться с изучения законов. Древо жизни — это зашифрованные законы, которые, если мы вникнем и поймем, то мы сможем разобраться в себе и не только в себе. Кстати, хочу немножко напомнить, кто не знает, ну вдруг еще кто не знает, то есть замечательный вебинар, он закрытый, который провожу я по субботам в 19:00. Это законы магии. Кто еще не решился прийти на вебинар для того, чтобы узнать практику, потому что я законы рассказываю не просто так, можете почитать в интернете, потом так говорить. Ведь важно практическое использование. Вот я беру за основу практическое использование этих законов и, соответственно, приглашаю вас прийти. Вебинар всего стоит 650 гривен. Это даже для Украины это недорого. Я уже молчу про другие страны. Вот, также вы можете взять записи. Они смонтированы очень хорошо. Вы можете купить их в записи 750 гривен. Разница, в общем-то, небольшая, потому что за 100 гривен чуть дороже я их привожу чуть-чуть, режу, коцаю и привожу их в такой интересный вид, чтобы они были читабельны. То есть выделяю тематики и разделы. Поэтому даже 750 гривен это не такие большие деньги. Я буду очень рад даже видеть вас на живом вебинаре, потому что у нас после живого вебинара, это примерно час формат, я рассказываю тему, я потом выключаю запись, и мы общаемся. Где-то полчаса мы общаемся, я отвечаю на вопросы. То есть вопросы, есть часть записана, а есть вопросы, которые в неформальности мы разбираем относительно темы законов. Поэтому я буду рад видеть тех, кто еще не решился, но кого интересует магия. Потому что законы, это я, кстати, не отвлекаюсь от темы, потому что древо Игдрасиль и древо Сефирот, они являются в определенном смысле законами. Вот. Поэтому мы можем их рассматривать как основу. Поэтому я говорю, что в некотором смысле те законы, о которых я говорю, они являются в определенном смысле подоплекой, подготовкой. Поэтому кто желает войти в магию, изучить магию не по слышке, как говорится, а вникнуть, то знать законы надо. Ну, в общем-то, это не только тем, кто желает войти в магию, но и тем людям, которые... Ну, все магия. В нашей жизни все магия. Те люди, которые для себя хотят определиться, что же такое магия, законы, они очень характерно раскрывают смысл, особенно практический смысл магических действий. Вот где-то так. Приглашение я сделал. А теперь давайте мы с вами поговорим о древе Сефирот. Я пока убираю древо Игдрасиль с экрана, а потом мы как бы их немножко рассмотрим более детально. Где-то так. Вот такое вот древо. Наверное, на экране это плохо видно.
Ну, не очень, может быть. Но мы можем его чуть-чуть, я сейчас увеличу, мы можем по нему так немножко пройтись, пробежаться, как говорится, и посмотреть. Из чего же оно состоит? Что же оно состоит? Если по руническому древу мы чуть-чуть понимаем, если не понимаем, то есть чат и можно спросить, то по древу Сефирот у нас могут возникнуть очень много вопросов. Потому что оно более сложное в своей структуре. Это на первый взгляд кажется, что оно как бы еще более сложное. На самом деле сказать, что оно там очень-очень-очень сильно сложное, ну тут пока мы не вникли, то оно кажется действительно очень сложным. На самом деле сложность заключается в том, что основные прописанные термины, они... Я взял в данном случае схему, их много разных схем. Я взял схему Freya, вот, кстати, ее ссылка, авторство, поэтому я не нарушаю ничего авторства, я указал, пожалуйста, вот. Запомните ссылку, если хотите. Это древо Игдрасиль доступно в интернете. Я его сейчас покажу, потому что показал. Вот авторство. Будем так говорить. Того, кто это древо прорисовал. Тоже очень много гравюр есть, очень много разных рисунков древа Игдрасиль. И очень сложно на первый взгляд. На самом деле, те люди, которые стремятся изучить Таро, на мой взгляд, в моем видении, я знаю просто некоторых, кто древо Сефирот не знают, в общем-то, неплохие тарологи. Но если вы хотите не просто гадать, не просто делать расклады, а хотите делать магию на Таро, оказывается, на ней можно делать магию, то я настоятельно рекомендую вникнуть и изучить древо Игдрасиль. Кстати, по-прежнему, не будучи голословным, я продолжаю разработку ну, как бы нового курса в виде вебинаров по Таро Тота. Ну, следите за новостями, я обязательно сообщу, когда будет первый вебинар. Ну, естественно, будем изучать Таро Тота по древу Игдрасиль, по древу Сефирот, оговорился. Итак, в чем особенность? Особенность в том, что предлагается 10 миров в этой системе. 10 миров, которые имеют определенное название, они имеют определенный условный перевод. В данном случае вот Кетер — это Сефира Корона, Бина — это Сефира Разум, Окма — Мудрость. Есть невидимая Сефира, кстати, 11-я Сефира, которая считает, что она не видна. Кстати, вот очень интересно, что многие к древу Сефирот добавляют определенные системы. И вот здесь вот интересно, если вы обратили внимание, здесь в самом древе, да, в котором мы рассматриваем, оно показывает еще и вот позиция разума, повышенная осознанность, потеря человеческой формы, такие кастанедовские термины. Первое внимание, второе внимание. В этом есть особенность древа Сефирот. Оно заключается в том, что помимо того, что здесь заключены еврейские символы или еврейские буквы, которые обозначают определенные переходы, символизируют еврейское название Сефир или миров.
Помимо этого, здесь еще есть астрологическая система, и здесь прописана нумерологическая система. Кроме этого, здесь еще прописаны такие моменты, как столпы оси. Если, допустим, в древе Игдрасиль есть только одна ось, то здесь этих осей намного больше. То есть эти оси, они показывают столбы. Столб строгости, милосердия и равновесия. Ну, еще некоторые добавляют сюда мужское и женское начало, как Ида и Ингала, Инь-Янь. Ион Форчун очень много описала об этом. Очень много людей, которые описывали систему Таро. Если, например, в рунистике, в рунах есть 24 знака, то здесь помимо 24 знаков есть 22 знака, которые являются связями. Я обращаю внимание, не 24, а 22, которые именуются разными названиями, то бишь маг, шут, императрица, папа или иерофант, император, влюбленные, и они делают определенные связи между мирами. То есть, таким образом эти связи провозглашают духовные законы, а миры определяют мироустройство или понимание. Кроме этого, как вы помните, второй еще есть 16 фигурных карт, которые тоже приписываются к эфирам, то есть, например, королевы и короли, да, там, пажи и рыцари, есть и такое. То есть мы можем даже видеть разнообразность. Более того, они делятся по определенным стихиям. То есть мы можем еще увидеть, что есть определенная стихийность или соответствие стихиям под определенные сефиры. То есть, не сефиры, а стихийность карты. То есть не старшие арканы, это связи, но еще есть 16 карт, то есть по 4 карты. Но если мы говорим о Таро Кроули, потому что король, королева, рыцарь и паж. У Кроули распределение идет, по-моему, принц, принцесса и рыцарь и королева. Но он объясняет это в своих книгах. Мы к этому еще как-нибудь вернемся, может даже поговорим. Так. Я проверил, как идет трансляция. Трансляция идет хорошо. Правда, никто ничего не пишет. Полковнику никто не пишет. Так вот, если рассматривать помимо фигурных карт, есть еще 4 карты, символизирующие 4 стихии, символизирующие, например, там 4 семерки, 4 восьмерки, там десятки, 10, 9, от 1 до 10. И там 4 туза. И получается, что описание вот этих вот принцесса, там, 4 принца, и там еще где-то есть, если не ошибаюсь, рыцарь. Я уже не помню здесь удачно рыцарь каким-то сефиром относится. То есть вроде бы напутано и астрология, и еврейский шрифт, и, в общем-то, соотношение стихий. И вот я вам хочу сказать, что с одной стороны, древо Сефирот само по себе, оно сложное в изучении. В то же самое время
Сложность заключается не в том, что нужно все охватить, а заключается в том, что все разложено по полочкам, уже если посмотреть на древо Сефирот. И более того, это все то, что разложено по полочкам, оно описывает множество разных систем. И вот Кроули, для себя обнаружив вот эти вот, будем говорить, разности, да, вроде бы как разности, но на самом деле все очень логично связанное между собой, он увидел одну очень простую вещь во всех этих взаимоотношениях. В данном случае не сравнение Игдрасиль и Сефирот, а я имею в виду Сефирот. Он увидел очень интересный момент. Он увидел то, что древо Сефирот описывает разные системы, логично встраивается. Это доказывает то, что система древа жизни, древо Сефирот, она универсальна. Она может описать любое явление, любое направление, любой аспект энергии. И более глубинных изучений можно увидеть те или иные направления. Почему, например, древо Сефирот считают каббалой? Я вам хочу сказать, что настоящие каббалисты, они будут открещиваться от этого древа Игдрасиль, они там будут уходить от системы Таро, тем не менее, вся каббала — это суть вписания Торы, каждая буква имеет определенное значение. В общем-то, так как это и прописано на древе Сефирот, каждая буква, она, имея определенное значение, оно описывает те или иные связи, то есть или значения, будем говорить, старших арканов, тем самым дает понимание и значение духовного смысла. Поэтому трактовка духовного смысла древа Сефирот, она связана с каббалой. Но опять же, если мы возьмем в чистом виде нумерологические значения, то есть пифагорейские значения от 1 до 10, то мы можем увидеть очень интересный такой момент. Это то, что значение карт, наверное, всем астрологам известно, что жизнеописание, материальное описание — это 40 карт младших аркан. А фигурные карты — это описание людей в этих событиях, а старшие арканы — это духовное описание этих событий, то есть духовная трактовка. Когда мы делаем определенный расклад, то мы можем уже четко для себя понимать, что на определенные сефиры или определенные миры человека, а более грамотно расклады, допустим, на древо Сефирот или на расклады, которые тебя берут основу древа Сефирот, не предполагают определенные жизненные ситуации, которые символизируют те или иные сефиры. Так вот, выпадая в ту или иную сефиру, мы можем уже где-то в картах Таро видеть, и есть влияние духовное, людское, то есть человеческое, или событийное, происходящих каких-то событий, младший аркан, и сопоставлять ту или иную сефиру с ее глубинным значением, да, или пониманием значения мира, давать трактовку в ту или иную ситуацию. Я вам хочу сказать, что карты Таро — потрясающая диагностическая система. Я бы сказал, что эта система в большей степени она рассказывает или открывает просмотр, то есть дает просмотр. Но точно так же, как и в рунах, также и в Таро можно делать фиксацию. Другими словами, с помощью Таро можно делать магию. На самом деле магию делает не сами картинки, картонки или плашечки, делает маг.
То есть маг, который вник в ту или иную систему, разобрался в этой системе, и эта, в общем-то, система открывает ему внутренние ассоциативные знания, которые помогают ему моделировать с помощью тех или иных комбинаций карт Таро, ну или систем рунических систем, комбинировать те или иные программы или модели программ. Вот. Так, вопрос вот в чем. Можно ли сказать, что древо Игдрасиль и древо Сефирот, а мы помним нашу сегодняшнюю тему, что мы говорим сегодня о Таро и рунах, совместимы ли они, то, соответственно, напомню вам тему, что мы говорим о совместимости. То есть насколько у нас совместимы эти две системы. Знаете? Насколько они совместимы. А совместимость древа Игдрасиль и древа Сефирот не такая уже, как мы себе можем подумать. Одинаково. Не одинаково. Поэтому, во-первых, внешне они не одинаковые. А во-вторых, это сама системность подхода. Потому что если, например, в древе Сефирот система выжжена, но не дана сама глубина, система открыта. И только искусство постижения этих знаний, постижения множественных моментов, то есть астрологии, нумерологии, каббалы, других ассоциативных моментов, потому что мы можем просто открыть карты и посмотреть на разные школы Таро и посмотреть, что ассоциативный ряд, он имеет тоже такую завуалированную, как бы, скрытую, спрятанную форму, и в зависимости от усердия или в зависимости от понимания тех или иных значений открывается, не само собой открывается, а адепту открывают знания. Ольга пишет: мне больше интересна их взаимозаменяемость как предсказательной диагностической системы. Давайте об этом поговорим. Так вот, я просто закончу фразу для того, чтобы было понятно. Таро — это система, которая дает просмотр определенный. И моделирование требует углубленного искусства в познании Таро. Моделирование на Таро. И углубленное знание, оно открывается по мере того, как маг практикует. При этом мы предполагаем, что к этой системе маг подходит уже с определенным уровнем сознания. Определенным уровнем сознания. А Игдрасиль изначально в своей подоплеке без изменения сознания в руны даже не войдет. То есть если, например, можно лояльно взять и хоть как-то, понимая системность, хоть как-то вникнув в Таро, уже с ними взаимодействовать, вопрос в трактовке, да, вопрос в ощущении, вопрос в понимании. Но уже даже хотя бы по тем же самым картинкам можно составить определенный ассоциативный ряд. Вопрос в том, что насколько глубинно можно считать. Таро, я бы не сказал, что они считывают глубину. Кроме того, так как они просматривают самый засвеченный, вероятный момент происходящего или произошедшего, и навык или знание мага, таролога зависит от наработки ассоциаций,
способа передачи информации, которую он видит, то в любом случае сказать, что через Таро идут какие-то изменения, Таро не предсказывает какие-то изменения. Изменения производит сам человек. И поэтому Таро просто показывает самый засвеченный момент. Но в ту же самую секунду, если человек принимает совершенно другое решение, то событийный ряд может измениться. Если человек живет по программе, то есть он как программа настроен на определенную эгрегориальность и действует в определенном эгрегоре, то Таро где-то вот с одной стороны лояльны к этому человеку, с другой стороны человек и даже без Таро достаточно предсказуем в своей линии жизни. И его вирт как бы особо не меняется, если его просмотреть. То есть он может что-то изменить в зависимости от подсказок, которые дает Таро, но маловероятно, потому что Таро это по сути отзеркаленная система диагностики, отзеркаленная в том плане, что она отзеркаливает ту суть, которая происходит. И говорить, что Таро имеет ту же самую духовные законы, что и Игдрасиль, они отличны. В чем же отличие? Да, Алиса, Таро эффективно при просмотре событийного ряда. Это правда. Если вы хотите просмотреть событийный ряд, то да, оно в этом плане они замечательны. Но я оставлю это но на чуть-чуть позже. Мы же рассуждаем. То есть. Поэтому, так как это более лояльная система и она может читать, то я могу сказать так, что, например, если делать расклад магу на Таро, то Таро маловероятно, что они могут предсказать действия мага. Потому что там высвечивается все. Маг сам меняет свою реальность. Вот получается, если мы рассматриваем как антическую систему Таро, то это больше щитка информации, как зеркало. А вот древо Игдрасиль, оно интересно тем, что оно меняет вирт. Притом иногда вирт умышленно может изменить. Если Таро вирт не изменяет, только человек сам, как бы услышав расклад и то, что сказано, он может: нет, я туда не пойду, я то не сделаю, потому что мне Таро там подсказывают, что не надо, или Таро подсказывает, что делай, это будет хорошо. Вот. Но в любом случае человек, программа, это основная масса людей, не слушается иногда или не слушается, как повезет, как получится. Вот. Но они, соответственно, поступают или не поступают по этим рекомендациям. Но все равно ихняя судьба или ихний вирт, он как бы уже не то что предрешен. Почему многие как фаталисты в этом плане? Потому что очень много вещей, очень много завязок, через которые человек проходит, не задумываясь, не изменяя ничего, а просто проходит как определенные этапы, как вот определенные духовного роста нет. То древо Игдрасиль или руническая система, она не просто может предсказать, но она фиксирует или выворачивает энергетический момент. Более того, этот энергетический момент создает определенные энергетические прожоги. То есть, если, например, человек ничего в своей жизни не хочет менять, но хочет что-то узнать, то я ему рекомендую сделать расклад на Таро. Если же он хочет что-то изменить, притом радикально и жестко, то лучше делать диагностику на руны. Вот где-то в этом разница. Потому что руны, они уже не являются отзеркаливанием, они являются определенным прожиганием или фиксированием. Или ты хотел знать правду, вот тебе такая правда, как она есть. Если, например, Таро могут тоже сказать, в общем-то, правду, но
Таро делают отражение, то есть они по сути могут сказать то, в чем человек просто себе боится признаться. Они говорят правду, но на самом деле человек знает об этом. Вот. Что так и есть. Ну или догадывается. Просто не признается себе или отворачивается от этой правды. То это, будем так говорить, посмотри на картину так, как она есть. А руны выворачивают эту правду. То есть не то, что они ее меняют, да, с правды на неправду. Они показывают подоплеку в энергетическом плане более жестко. Естественно, что освоить руны можно только изменив сознание. Или если запустив при диагностике, вот при диагностике на руны, запустив механизм, то придется много чего в своей жизни поменять, потому что иначе не спрашивай руны. Чем ты спрашиваешь руны, если ты ничего не хочешь менять? Если ты не хочешь ничего менять, бери в руки Таро. Поэтому в некотором смысле руны более жесткие, радикальные и беспощадные. И запускают определенные процессы и энергии. И сама подоплека многоуровневости сефирот и углубленности Игдрасиль, они уже в этом разнятся. Поэтому подходить к тому, что мы там чуть-чуть Таро, там мы чуть-чуть руны, ребята, вы прежде чем выбрать или заниматься Таро, или заниматься рунами, определитесь для себя. Если вы хотите глубинно вывернуть себя наизнанку, как рукавицу, ну тогда вам сюда. Если же вы хотите всего лишь навсего подкорректировать, подправить так, чтобы не сильно трясло, то вам, пожалуйста, сюда. Но в любом случае и здесь нужно глубинно изучать, менять сознание, ассоциативный ряд. Просто адепты рун — это полное изменение сознания, это глубина ныряния. Адепты Таро — это те, кто постепенно, слой за слоем изучает ту или иную систему. И вот вопрос, где что универсально? Где что универсально? Таро универсально или Игдрасиль? Или, руны универсальны? Очень сложно сказать о какой-то универсальности. Потому что понятно, что на первый взгляд 24 знака и все. Вроде бы, 24. Там все-таки количество тех же самых карт, которые дают разную трактовку, еще с разным сочетанием и тому подобное. Вот. Но вопрос в том, что если ты до конца не понимаешь, как устроена система сефирот, система Таро, то ты ничего изменить не можешь. Изменить, я имею в виду, только считать информацию. А руны меняют. Притом самое интересное, что некоторые, даже до конца не изучив руническую систему, пытаются что-то комбинировать. Эта комбинация выходит в виде комбинации из 5 пальцев, где большой указательный палец между этим и этим пальцем. Получают фиг, а иногда эта фига вырастает в целую проблему. Потому что если, например, Таро в этом плане лояльны, то руны, они этой лояльностью изначально, так они устроены, не обладают. Поэтому, дорогие мои, если вы хотите радикальных изменений и глубинного понимания энергетики и мироустройства, то, пожалуйста, вам сюда. А если же вы хотите постепенно, не спеша, имея определенную, там, допустим, базу, вникнуть и разобраться во внешних происходящих событиях и на примере внешнего познать себя, то это более длительный путь, но тоже приводит, по сути, к духовному росту. Вот я, по сути,
сори за тавтологию, но я, может, даже сказал основную разницу между рунами. Руны — это познание себя внутри, и тем самым ты понимаешь окружающий мир. То древо Сефирот — это познание окружающего мира, и через окружающий мир познаешь себя. То есть получается, ты познаешь Творца вездесущего, да, через Таро во всех его проявлениях. Таким образом познаешь себя в этой системе, познаешь себя в этой мудрости Создателя. А Игдрасиль сразу показывает не на Творца, а на Творца внутри. То есть изначально провозглашает принцип, что человек — это Творец, и он может менять свою судьбу, жить так, как он хочет. Естественно, что для того, чтобы изменить свою судьбу, изменить себя, нужно сначала себя познать. Потому что то, что будешь менять, если ты не знаешь, что менять. Поэтому в моем субъективном понимании это две абсолютно разные системы, и они абсолютно несовместимы. То есть их вот взять, соединить между собой, наложив друг на друга, это практически, нет смысла. Таро более эффективный при просмотре событийного ряда. Различные системы Таро, особенности Кроули, например. Опять же, я не историк в Таро, да, так, какой-то там супер историк, но могу сказать одну очень интересную вещь вот в своих наблюдениях. Что есть французская школа, есть английская школа как основные направления. Есть американская школа Таро, есть школа общеевропейская. Если рассматривать именно с этих принципов, потому что традиции этих Таро, Анна, я увидел. Василий, доброго вечера. Привыкла быть профессионалом. Открыла бизнес. Держусь 15 лет на этом. Сейчас начала заниматься рунами. Очень интересно. Пойду до профессионализма и в рунах. Таро легче. Отлично. Кстати, Анна, приглашаю вас на курс, если хотите. Вот. Приходите. Он очень глубинный и очень интересный. Возвращаясь к вопросу Алисы. Вот есть ли различия в них? По сути, в них различие только в самом подходе, в самом мировоззрении. Потому что, и, соответственно, в некотором смысле в культуре. Потому что, например, французская школа, она предполагается, они даже говорят, что это в основном направление как бы египетских, да, или восточных верований. Но то же самое древо жизни. Те же самые определенные образы, символичные образы или миропонимание французского направления или французской школы. Я не знаком с французской школой, поэтому, может, знатоки французской школы, они там еще разбить на подразделы, но они в основном больше рассматривают некий такой вот аллегорию. То есть построено на аллегории. И как такового событийного рисунка нету. То есть есть определенное значение, которое представляет собой аллегорию. Например, английская школа, которую, можно сказать, один из сооснователей направления, это Алистер Кроули, который создал определенный элемент событийности. Идет определенное событие, которое имеет определенные ассоциации. То есть аллегоричность здесь как бы умалчивается, потому что здесь, скорее всего, ассоциативность и картинки, которые создают ту или иную ассоциативность, они четко связаны с определенным мироустройством
то есть определенные сефиры. Поэтому популярность школы английской, особенно Райдер Уайта, она приемлема и понятна в том плане, что она происходит именно из таких вот писательных аллегорий, которые, в общем-то, дают более легкое понимание самой сути расклада. Отдельно скажу о американской школе. Американская школа, она основывает свои разработки Таро, в основном, я не утверждаю, на колоде, на системе Райдер Уайта, но колоды составляются таким образом, что можно выложить в определенный рассказ. То есть это повествование. То есть все 78 карт, да, 78 карт, они рассказывают историю. И вот на основе этой истории, которая накладывает, опять же, ассоциацию на предсказания, они дают определенную специфику. То есть, специфичность американских колод, она менее универсальна, в отличие от французской и английской школы. А американская, она глубоко узкая такая. Почему, например, одна колода к определенному событию подойдет, или к определенной профессии, или определенному человеку подойдет, а другая не подойдет. Поэтому отсюда толчок, в общем-то, или выплеск американских колод. Тем более я хочу напомнить, что в свое время во Франции это облагалось налогом, в Англии попытались, но отказались, но это считалось некое оккультное учение, потому что все-таки, опять же, рассмотрим, несмотря на то, что во Франции была римская церковь, она все равно была более лояльна вот этим всем вещам, тем более она повествовала о бытии и создателе, то есть как Таро то запрещали, то разрешали, то в Англии, то в основном распространено протестанство, особенно англиканская церковь считала, что карта это исчадие ада, поэтому в Англии распространение это приобрело только в начале 19 века. Поэтому, если возьмем американские разработки Таро, или будем говорить как школа, то есть можно ли сказать это школа, это как некая попытка специализировать или некая попытка описать эту систему. Это, кстати, доступная информация, может быть, я неточности говорю, но смысл понять. Поэтому распространение такого количества колод, разного направления, оно идет корешками из Америки. Разработок, например, той же самой Германии или там европейские, они не так обширны. В основном распределились вот 3 основные школы. Но прорывом, будем говорить, в искусстве Таро был, конечно, Кроули, который изучил систему английскую, также изучал систему французскую, изучал историю Древнего Египта и очень хорошо знал мифологию Древней Греции, ДревнегоРима, Мерии. То есть он так глубинно подошел к этому. И явилась некая колода, Оля, я увидел вопрос. Явилась некая колода Таро То-то, да? То есть основной акцент, где он исследовал, опять же, древо Сефирот, да? То есть как систему. Он предложил свою систему или свой подход, свое понимание, основанное на обобщенности. Но в его трудах он и говорит, что это все предвзятость ума. То есть можно относиться к этому предвзято, и типа вы не сможете постичь суть вещей, если вы там не будете знать нумерологию или не будете знать еврейский
алфавит, его значение в его каббалистическом значении, или если вы не будете понимать астрологию, то типа вы не сможете. Он говорит, вы сможете, потому что самый главный момент в зашифровке Таро Кроули заключается в том, что он туда заложил огромнейший символизм и смысловое значение, достаточное при глубинном проникновении в эти символы, для того, чтобы понять весь глобальный символизм Таро. В общем-то, на основе этой системы Таро Кроули, Таро Тота, он и разработал новую религию Калину. Поэтому, отвечая, в чем разница систем? Разница систем, она адаптируется в первую очередь к миропониманию. Но основа лежит все в том же, так сказать, миропонимании или мироустройстве системы Сефирот. То есть одна система, одно мироустройство. А вот разный взгляд, вам говорить, на мир, это вот разные системы сторон. Поэтому мир один, но точно так же, как французы смотрят на мир, или англичане, там, европейцы или американцы, другие народности там, Востока, они смотрят на мир по-другому, точно так же, по сути, смотрят на один и тот же мир, только разным взглядом. Вот где-то так. Я бы так вот описал, не распыляясь. Василий, добрый вечер. Привыкла быть профессионалом, открыла бизнес, держусь 15 лет на этом. Замечательно, похвально. Особенно если свой бизнес, то вы уже не работаете на дядю, вы делаете на себя, потому что уже ты не назовешь работа. Это действительно бизнес, дело. Сейчас начал заниматься рунами. Очень интересно. Пойду до профессионализма и в рунах. Таро легче. Ну, нельзя сказать, что Таро легче. То есть, если поверхностно, то да, и в какой-то степени легче. Огромный объем информации. По сути, что он дает? Он дает взгляд на одну и ту же вещь, только разным подходом. В рунах взгляд идет изнутри. То есть ты сначала понимаешь не просто проекция, понимаешь целое, не понимая его, а потом через эти проекции изучаешь. Вот один момент, на который следует обратить внимание. Рунами заниматься просто так не нужно. Ими нужно, вот как вы сказали, профессионально. Да? То есть на самом деле, если быть точным, то нужно руны не заниматься, а изучать. Потому что руны имеют бесконечную глубину познания. Более того, эти познания они открывают широту взгляда, широту мировоззрения и понимания на все остальные вещи. Потому что прежде чем начать изучать Таро, я изучил руны, и руны продолжаю изучать, а Таро не открылись более глубинно и понятно. Не в плане, что я переношу систему, потому что, опять же, я могу с полной ответственностью сказать, что это две разные системы. Они несовместимы. В их в самих этих системах больше разного, чем сходного. Но опять же, руны открывают одни и те же законы, что и открывает Сефирот, но исходя из внутренней энергии. Ты узнаешь себя, тем самым узнаешь мир, а Сефирот идет от обратного. То есть познается мир, и тем самым познается сам человек, его душа. Поэтому еще раз я не настаиваю на ваш путь. Учителей много в интернете. Но я вас приглашаю к себе на курс. Если у вас действительно есть сильное желание, мы можем с вами пообщаться. Или через Facebook Message, или напишите на почту. Мы с вами можем видеотрансляцию сделать, как вам удобно, и пообщаться. Я отвечу с большим удовольствием на все ваши вопросы. Если вы стесняетесь, допустим, в прямом эфире или на наших
Вот я могу ответить. Вы можете позадавать вопросы, потому что для того, чтобы даже выбрать проводника в той или иной системе, вам нужно, ну, как бы познакомиться с этими проводниками. А вдруг, например, ну, давайте так говорить, честно и открыто, а вдруг я не подойду вам, то есть вдруг я вам не понравлюсь. И только из-за того, что вы хотите изучить руны и общаться с тем человеком, который доставляет дискомфорт, вам не нравится, то зачем оно нужно? Зачем оно вам нужно? Вам нужно, чтобы человек был комфортен, потому что, вот, например, у меня курс изучается 8 месяцев, это минимум. Это только активация. Вот. А вот там второй уровень, понимаете, там тоже примерно такой же. Поэтому это такой вот многоуровневое ступень, вот изучение самих рун. Это как минимум 8 месяцев, но 8 месяцев это как бы я хотел. Потому что я программу расписал из расчета, чтобы 8 месяцев. На самом деле больше, ну, порядка года изучаю. Потому что материал довольно интересный и глубинный. Это тот материал, который я прошел. Относительно стоимости. Одно занятие стоит 1100 гривен. И вы можете начинать в любой момент, когда вы созреете, когда вы будете готовы. Скажу другое. Нет требования оплачивать весь курс или какую-то часть, как это принято у меня. Я предлагаю оплату делать по занятию. Вы оплачиваете занятия, получаете занятия плюс сопровождение. Индивидуальные факультативы — это со мной каждому занятию. Возникает вопрос, мы с вами общаемся. Поэтому где-то так. Если примерно прикинуть бюджет, об этом старается у нас не вебинар там продающий, просто общаемся, и естественно, я делюсь с вами. То получается, что сам курс, как бы, если, например, ну, предположим, не раз в неделю, как я хочу, чтобы, то это, понятно, умножьте 4 занятия в неделю. То есть это примерно 7 дней на одно занятие. Умножьте на 4. Ну, в среднем получается, ну, даже если при особом желании, все равно получается 3 занятия. То есть это получается 3300. Вот. Поэтому вот такие вот моменты. Ну, на русские деньги я не вижу там сейчас курс, какой там есть. Если вам интересно, можем пообщаться. Сейчас вот можете взять, умножить там, по-моему, 3000 рублей, 3060, 3070 рублей, где-то так. То есть, грубо говоря, в среднем около 3000, там, плюс-минус, в зависимости от колебаний. Было как-то там 2900, сейчас 3300, то есть курс колеблется. В среднем 3000 рублей. Да, получается в месяц или 9, или для 12 тысяч там, копейка, если в рублях. А в долларах это получается примерно около 40 долларов одно занятие. Тоже там 38, 40, 41. Я не собираю, вот сам принцип, я не собираю так, чтобы группу там в определенное время, можете вы, не можете, у нас идет занятие. Занятия уже записаны, есть домашние задания на них. Домашние задания выполнить надо обязательно. Видео занятия просмотрели, выполнили домашние задания. Появились вопросы. Мы с вами назначили время, индивидуально я ответил на вопрос. На ваши личные вопросы или вопросы, которые касаются занятий или еще какие-то другие. Все сделали. Готово следующее занятие. Оплачиваете, получаете следующее занятие. Точно так же сопровождение. Поэтому тут нету такого, что я набираю группу, и пока группа не наберется. У меня это было. Получается, люди, мы хотим. Вот. Давайте наберем там человек 5. Наберется группа, мы запустим. Набирается там 5-6 человек, и те, которые первые, ну давай, он говорит, а у нас уже поменялись обстоятельства, мы не можем. Я подумал, как может человек зайти ко мне на курс, не ожидая, пока наполнится группа. Вот я придумал такую систему.
Я пробовал ее вот уже где-то 2 года, я в этой системе передаю. У меня не толпа, вот, одиночная, но те, кто даже сейчас вот присутствует, могут вам сказать об эффективности этого курса, и многие из них уже практикуют. Это так. Ну, хватит рекламы, отвечаю на вопрос Оли. Если будет какой-то вопрос еще, вы можете задать его без проблем. В твоем курсе Кроули на что будет упор? На диагностику или все же магия? Почему я уже давно о нем говорю? Я уже заявлял, что надо создать еще года 2 назад. Потом говорил, надо уже делать еще год назад. А сейчас я говорю, что он делается, он созревает. В каком плане? Я собираю информацию и прорабатываю систему подачи информации. Во-первых, я хотел бы делать это в виде вебинаров. Но делить вебинар на теорию и практику, и ответы, вопросы, и концовки домашние задания. Домашние задания я проверять не буду, но определенные практические моменты для практики я буду давать и на этом занятии. Формат где-то может час-полтора. Это будут такие же вебинары, как законы магии я провожу, только они потом будут в записи как отдельный момент. Значит, акцент будет делаться на все моменты, потому что как вы можете практиковать магию на Таро Кроули, не понимая. Поэтому курс называется «Прикладная магия Таро Тото», где мы изучаем теорию. Мы в данном случае, если мы возьмем древо Игдрасиль, не древо Игдрасиль, а древо Сефирот, то я так вам открываю просто сами идеи, саму идею, как это будет происходить. Вот. То мы, например, во-первых, мы начнем не так, как это принято всегда с шута, с мага, мы начнем снизу, мы начнем с Малькута, и мы будем рассматривать такие вот Малькут или Сефиру царства. Мы будем рассматривать, например, аркан суда, связи с двумя сефирами. Например, мы берем Сефиру сияние и царство, Малькут и ход, и связь. То есть мы таким образом разбираем с вами связь. Хочу сейчас сместить рисунок, выдать вам на экран. Разбираем с вами связь. Это 4 восьмерки. Что значит восьмерки? Сефире, относящиеся к ходу. Да? И что означает десятки? Связи с арканом суд. Или он еще называется у Кроули Эон. Поэтому, по сути, проходя каждую связь, мы просматриваем и связи по мирам. Это относительно прикладного характера изучение Таро. То есть мы берем восьмерки, десятки. Также мы их повторяем, эти десятки, повторяем в соотношении, например, аркана Вселенной с Есодом, девятками. Девятки и десятки сочетаются, как они сочетаются через Вселенную. Я считаю, мое убеждение, что карты Таро именно нужно рассматривать в таком практическом аспекте, именно связи. Потому что как мы можем понять связь между девятками и десятками разных стихий, как только не через Вселенную, как выстраивается Вселенная, как выстраивается суд, как выстраивается аркан Луна и так далее. То есть арканы мы начнем снизу вверх. Я объясню на курсе, почему мы это делаем. Будет такая очень интересная теоретическая база под это. Вот так вот мы по связям будем. То есть изучаем связи, изучаем тут же практику, да? Практическое понимание. И понимая аркан, то есть как связь между двумя сефирами, понимая эти сами сефиры, их значение относительно стихий проявления,
что я хочу обратить внимание, что я уже сказал с самого начала, что младшие арканы это является неким проявлением событийного ряда или событий реальности. А духовный подоплек этой реальности, например, восьмерок, девяток в аркане, они, соответственно, имеют совершенно другое значение, то есть совершенно другой смысл. Желательно ли знание астрологии при изучении Таро? Ну, в чем они могут усилить или открыть другую грань знания, то желательно. То есть само знание астрологии, оно не помешает. Именно как одна из граней, одна из символичных граней. Но, опять же, вы должны понимать, что астрология — это та система, которая наложилась уже на систему Сефирот. Ни более, ни менее. Она просто наложилась. Поэтому сказать, что астрология описывает Сефирот, я бы так не сказал. Я бы не стал даже утверждать. Потому что все-таки астрология или астрологическое понимание, оно дает определенную фиксацию. То есть вот эта фиксированность, она дает параллель с ассоциативностью. И, соответственно, фиксированность что может дать? Фиксированность дает однобокий, односторонний взгляд на Сефиру, то есть на мир. Сефира — мир, да? На мир. Поэтому как одна из граней астрологии не помешает. Но, например, если ставить вопрос так, что я не понимаю астрологию, значит я не пойму Таро. Это немножко неверный подход, потому что астрология, нумерология, смысловое значение или сакральное значение еврейского алфавита, которое присвоилось каждому аркану, это всего лишь одна из граней. Всего лишь одна из граней. Понимание, глубинное понимание, или даже не глубинное, глубинное я бы вычеркнул, обширное понимание системы Таро. Это даже не до конца понимание Каббалы, потому что многие перепутали, вот они берут Сефирот как один из элементов, куда вписана Каббала. Но не то, что там она притянута за уши, а она как бы дает определенное описание. Это только доказывает то, что матрица едина и Вселенная едина. Да? Получается, что в определенном смысле древо Сефирот описывает просто-напросто ту же самую матрицу. Она встроена в той же самой матрице. Просто жизнеописание разное. Как я уже говорил, что древо Сефирот, оно раскрывает обширность внешней реальности. Таким образом, через внешнюю реальность человек узнает себя. Кстати, вот мой путь в магию был именно через Игдрасиль, а не через Сефирот. То есть Игдрасиль, я захотел быстрых, резких изменений. И самый быстрый путь к познанию себя — это руны, я считаю. Потому что путь к познанию себя через древо Сефирот, или там через ту же Каббалу, или через астрологию, он длительный. То есть можно познать себя, но нужно этим постоянно заниматься, что, собственно говоря, и делают многие течения в Иудее. Они постоянно изучают Тору, изучают толкование, они размышляют, молятся, постигают. Но они постигают только направление Каббалы. Естественно, что Каббала использует, как, в общем-то, и любая религия, магические определенные моменты. Знание Каббалы желательно при изучении древа Сефирот. Понимание. Потому что Каббалу полностью изучить нельзя, абсолютно. Но понимание, оно необходимо. На курсе мы будем притрагиваться к этим моментам, именно исходя из позиции Кроули. Потому что
Кровли он выдал уже готовую, не как вот он отверг, да, он просто подошел к познанию, или, ну, второго тота, познанию через взгляды. То есть посмотрели на это, посмотрели на это, посмотрели на это. Каждая из систем, она открывает знание мироустройства в понимании крови. Поэтому Каббала — это один из взглядов. Знаете, это одно из окон, через которое заглядывается внутрь дома. Или, вернее, даже не внутрь дома, а вот считайте, что у вас в доме несколько окон, и в каждом окне свой вид. Но на самом деле, если вы выйдете из дома, то вы наблюдаете окружение вокруг вас. Но в окне каждый отдельный вид. Вот Каббала, астрология, нумерология, определенный символизм — это, по сути, вы подходите к одному из окон и имеете представление о том, какая погода, что на улице происходит, наступила ли весна, в таком вот понимании. Поэтому, конечно, познакомиться или посмотреть в окно, чтобы сделать представление или представить о мире, имеет смысл. Вот. И нельзя отвергать, что типа нет, не надо. Но сможете ли вы понять Таро, если вы не будете знать Каббалу? Сможете. Просто это будет вот какой-то без одного вида из окна. Если вам достаточно один вид из окна для того, чтобы понять, что происходит на улице, все зависит от того, какой запрос вы делаете в познании. Если вы делаете понимание на 360 градусов, то нужно, соответственно, и во все окна заглянуть. А если вам нужно посмотреть, какая погода, как одеться, ну, я утрирую, понимаете, я утрированно, то, соответственно, что? Вот так где-то. Совместимости. Мы понимаем, что в общем каком-то аспекте совместимость невозможна, их нельзя совмещать. И я бы даже, знаете, как предостерег людей, которые без понимания пытаются совместить эти все вещи. Пытаются совместить несовместимое. Совмещать обучение рунами и Таро несовместимо. Конечно, несовместимо. Это, вот опять же я повторюсь, что познавать мир вы можете находиться в доме и вне дома одновременно. То есть нужно находиться как-то, изучить то, что внутри дома, а не выходить наружу, изучать наружу и потом понимать, какой у тебя дом. Поэтому пытаться совместить изучение рун и Таро, это порвет вас, это просто вывернет вас наизнанку. Руны сами по себе открывают внутреннее познание, внутреннее мировоззрение, познание самого себя. А Таро открывает внешнее. И вы, получается, выворачиваете себя наизнанку. Иными словами, вы порвете себя, сори за мой французский, нахрен. Поэтому выберите, что сначала. То есть сначала изучите себя, а потом изучайте внешний мир через Таро. Или сначала изучите внешний мир, и увидев в нем себя, можете потом изучить руны. Но не совмещайте эти системы, одновременно. Например, ну вот из моего опыта, можно навернуть полбокала пива и сделать расклад на рунах. Это нормально, не шандарахнет. Попробуйте вы с перегаром взять карты Таро. Шандарахнет. На карты Таро в нем заложена определенная жесткая, мощная религиозная система. Это эгрегориальный инструмент. И заигрываться с эгрегорами я вам не рекомендую. И если руны, человек выворачивает свое сознание, а потом может уйти и больше никогда не заниматься рунами или там иногда теребить, ему достаточно. То есть он может дальше не стать практиком рун, может не стать таким офигенным рунологом,
То есть руны совершили определенные процессы изменений, и он может идти дальше и без рун. Ну, например. То Таро — это полный захват сознания. То есть там не получится по поверхности или так вот подучил, научился и все. Там требуются определенные моменты. Потому что вот, допустим, Ольга говорила, магия или диагностика. Здесь понимание принципа. Если вы будете понимать принцип, то вы сможете сделать и сами мантику. Сами уж. Мантика. Мантика — это что? Предсказание, предвидение, да? И сделать магию. То есть вот этот вот момент, который дает вот это понимание более четко. Естественно, практические моменты, они дают и глубинное понимание мантики, и глубинное понимание магической подоплеки или магического смысла в картах Таро. Поэтому если совмещать для обучения руны и Таро, я не рекомендую. То есть, если вы хотите таким образом совершить акт самоубийства, ну, вперед. Но я думаю, что убийца вы не убьетесь, но надолго составите интерес для психоаналитиков, психиатров и тому подобных товарищей в изолированной палате, как минимум, ну или максимум, как повезет. Поэтому не делайте этого. Изучите руны, потом изучайте Таро. Например, хотя бы сделайте активацию рун. Например, те, кто, сейчас обучается на мантике, рунах, пожалуйста, изучайте Таро. Это ваше право. Вот. Буду рад видеть вас в скором будущем на курсе «Прикладная магия Таро Тодо». А если вы только активируете или только знакомитесь, познаете, то категорически не рекомендую ради вашей психической безопасности. Вот где-то так. Если четко разграничить эти принципы, тогда возможно их совмещение. Да, вот Алиса говорит, если четко разграничить эти принципы, то можно совмещение, но не соединение. Они никогда не будут соединены. То есть, например, я делал эксперименты с практикой расклада на Таро и потом повторного расклада рунами на эти же карты Таро. Я вам хочу сказать, что Таро дают обширную, объемную информацию, а руны дают глубинную информацию. Но сколько бы я ни делал раскладов, меня потрясало совпадение значений карт Таро с руны. И вот задается вопрос, если я получаю через руны подтверждение уже сделанному раскладу, нужно ли рунами фиксировать ситуацию? Потому что вы должны понимать, что руны — это не просто пробежался по поверхности и все. Руны, они прожигают, они создают определенные прожоги. Это должно быть тренированное сознание, чтобы через руны не прожигать пространство. Потому что, вытаскивая, допустим, карту дня себе, вы просто создаете ориентир. Но путь вы проходите так, как вы хотите. Вытаскивая, например, руну дня, вы прожигаете аспект энергетики, вибраций, частотных в своем дне. Именно эффект этой руны. Естественно, комплекс учитывается ваше состояние, энергия, мировоззрение, взгляды, парадигма, эгрегор и так далее. Они дают определенную корректировку. Но эта энергия этой руны дня, она прожигает состояние человека на целый день. То карта Таро, карта дня, да, она дает просто вот ориентир из пункта А в пункт Б. Вот из пункта А, где я ее вытащил, а в пункт Б это мы придем к концу дня. А вот как вы проходите его, это ваше право. Вы можете дойти, можете не дойти. То есть, по сути, у вас есть карта, но это не обязательно, что вы должны пройти. А руны, они вас просто вот берут, садят и
везут, хотите вы этого или не хотите, эта руна оставляет отпечаток и прожиг. Поэтому вот тут вопрос, можно ли совмещать, решает каждый практик сам. Если практик совмещает, понимает даже разграничение, вот, но тем не менее энергия рун, которая прожигает определенными частотными вибрациями, или энергия Таро, которая дает как путеводитель, знаете, вот, где-то в таком плане. Вот такой вот ответ на ваш вопрос.